Всем привет! Сегодня мы пройдемся по улице Университетской. Всем известно, что Харьков начался с улицы Университетской, одной из первых улиц Харьковской крепости. Расположившись в самом сердце города, Университетская улица связывает верхнюю часть исторического центра, Бурсатский спуск и начало улицы Рыморской с его нижней частью у реки Харьков, которую пару сотен лет назад именовали Подолом. Возраст Университетской улицы насчитывает более 200 лет. Впервые в план города эта улица была внесена в 1805 году. Улица получила такое название благодаря расположившемуся на ней Харьковскому императорскому университету, шестому в Российской империи, открытие которого в том же 1805 году имело судьбоносное значение для города. Современная улица Университетская начинается с Харьковского исторического музея, в котором собраны как множество археологических памятников, так и экспонаты из истории основания Харькова, нумизматики, этнографические собрания, коллекции оружия, флагов. Само здание было построено лишь век спустя после основания улицы. В 1908 году фасад из красного кирпича в псевдо-древнерусском стиле спроектировал выдающийся архитектор Корниенко для городского ломбарда. А в 1920 году, благодаря усилиям новоиспеченного губернского комитета по искусству, на улице Университетской номер 5 был основан музей Слободской Украины имени Григория Сковороды, прародителя современного музея. Уже с 1990 года здание полностью передали под нынешний исторический музей. Рядом с зданием ломбарда в начале Бурсатского спуска находилась пожарная часть с высокой деревянной каланчой. В 1970-е годы при строительстве метро она была снесена. Напротив, по адресу улица Университетская, 4, находится Центральный государственный научно-технический архив Украины, учрежденный в 1971 году и неоднократно менявший свои официальные имена. В здании, построенном в стиле классицизма по проекту архитектора Немкина, в 1892 году до революции располагалось епархиальное управление Харьковской епархии и принадлежало Покровскому монастырю. Сам же Свято-Покровский монастырь был основан в 1726 году белгородским епископом Епифанием Тихорским на берегу реки Лопань внутри Харьковской крепости. В 17 веке в монастыре открылся Харьковский коллегиум, который славился своими талантливыми педагогами. Среди них особое место занимает самобытный украинский философ и поэт Григорий Сковорода, преподававший поэтику, древнегреческий язык и христианское добронравие. Также Покровский монастырь славится тем, что здесь хранится азерянская чудотворная икона Божьей Матери, духовной покровительницы, заступницы Харькова и Слобожанщины. В центре монастыря возвышается трехглавый Покровский собор, самое старое каменное здание Харькова, памятник архитектуры национального значения. Собор был возведен в 1689 году на средства казаков, проживавших в Клочковской слободе, и входил в состав крепостных сооружений. Процветание Покровского монастыря резко оборвалось в начале 20 века. В 1922 году монастырь был закрыт, судьба многих монахов была трагичной. Их останки были найдены в июне 2000 года при очистке фундамента и сейчас благоговейно хранятся в специальном ковчеге в алтаре Азерянского храма. Духовное возрождение началось лишь в 1990 году, когда состоялось освящение и первая служба в Покровском храме, и впервые после долгих лет забвения был торжественно отмечен престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. На противоположной стороне улицы начинается площадь Конституции, менявшая свое название в зависимости от политических пристрастий городских властителей. Это Ярмарочная площадь, Николаевская площадь, площадь Тевелева, площадь Советской Украины. Эта часть площади считается поднебесной территорией исторического музея, экспонирующей некоторые виды оружия, применявшегося во Второй мировой войне.
Нынешний дом номер 8 ранее был архиерейским домом. В это время здания, расположенные по правой стороне, числились под одним номером 2 и принадлежали духовному ведомству: архиерейский дом, духовная консистория и сам Покровский монастырь. Здание, которое сейчас перед вами, было частью улицы Университетская, 8, построенная Раковым в 1871 году. В советское время здесь размещался исторический музей. Под номером 9 по улице Университетской, там где сейчас магазин Покровский, жилой дом, возведенный в 1963 году на месте гостиного двора с рядом магазинов. Известный харьковский ученый, доктор химических наук Красовицкий в своих воспоминаниях рассказывает о том, что это было первое новое здание, построенное в нашем городе после войны. Такие же дома возведены в городе Днепр и Запорожье. Почти четверть века назад эту часть улицы занимала Соборная площадь. В 1919 году она была ненадолго переименована в Советскую, а позже в Университетскую. На северной стороне этой площади в 19 веке был огромный пассаж, расположенный буквой «Г». Сейчас мы можем только нарисовать в своем воображении длинную пологую лестницу со стеклянной крышей, сквозь которую наполняются светом букинистические магазины. Этот ряд спускался к реке Лопань и примыкал к купеческому спуску. Во время Второй мировой войны все было разрушено. В 1952 году на этом месте создали Покровский сквер. Ну а это гордость харьковчан – Успенский собор, построенный в 1855 году. В этом соборе побывали все русские императоры, начиная с Екатерины Великой, за исключением Павла I. В нем в течение 3 суток находилось тело умершего в Таганроге императора Александра I. А в 20-е годы здесь еще проходили службы, но очень скоро колокольню собора принесли жертву научно-технической революции, и она превратилась в мачту Харьковского радио. В опустевших помещениях колокольни в тот период были новые службы – радиокомитета, а другая часть собора потеряла свои купола, и в ней открылась фабрика жестяных изделий. Знаменитый иконостас разобрали и передали художественному музею. В годы Второй мировой войны здание Успенского собора сгорело, и только в 1975 году началась его реставрация. 1 июня 1986 года здесь был открыт первый в Харькове органный зал на 500 мест с уникальным органом. В 2009 году городской властью храм был передан Харьковской епархии. Напротив Успенского собора разбит еще один сквер, в центре которого находится памятник. Ранее он носил название 40-летию Октябрьской революции, выполнен из красного гранита в виде куба. Теперь он носит название героям, сложившим головы за независимость и свободу Украины. Ну и как же, прогуливаясь по улице Университетской, не заглянуть на Университетскую горку. В первую половину 19 столетия основными событиями улицы были ярмарки Крещенская зимняя и Успенская летняя. Их устраивали ежегодно. И длились они без малого 2–2,5 месяца. Для многих жителей в это время улица становилась любимым местом отдыха. В 1830 году на Университетской устроили городской сквер и открыли лестницу, ведущую к Екатеринославской улице, ныне Полтавскому шляху. В зимнее время здесь устраивали катание на санях, строили снежные городки, а летом было излюбленным местом для прогулки богатых горожан. При сквере был и свой садовник, а в ночное время и сторож. Также была устроена и сторожка для хранения инструментов садовника. Долгое время для полива цветников сквера использовали водопровод от Сергиевского сквера. Уже в 1913 году здесь открыли небольшой фонтан, который щедро снабжал водой цветники и клумбы Университетского сквера. На данный момент фонтан не работает.
На Университетской номер 23 находится отдел редкой книги и учебный абонемент филологического факультета Центральной научной библиотеки ХНУ имени Каразина, как воспоминания о Харьковском императорском университете. А это классическое здание – бывшая университетская домовая церковь, актовый зал, библиотека и обсерватория. А в 30-е годы здесь работал институт физкультуры, не имевший отношения к университету. Во время Второй мировой войны был разрушен купол, здание получило повреждения. После реставрации здесь в 1963 году разместили двухзальный кинотеатр «Пионер», переименованный в 1973 году в «Юность». В 90-е годы кинотеатр закрыли, а в здании разместился Украинский культурный центр «Юность». На сегодняшний день это корпус номер 3 Украинской инженерно-педагогической академии, бывший юридический факультет университета. Далее по Университетской улице расположился дом харьковского губернатора под номером 16. После частичной реконструкции в 1804 году центральный двухэтажный корпус был превращен в главный, а надстроенные до 2 этажей флигели приспособили для химического и физического факультетов, был передан Харьковскому императорскому университету. Ныне это Харьковский национальный университет имени Каразина. 17 января 1805 года состоялось торжественное открытие университета и начались занятия. В 1958 году в связи с переездом Харьковского университета в здание Дома проектов, где он находится и по сей день, помещение было передано под только что основанный Украинский заочный политехнический институт, ныне Украинская инженерно-педагогическая академия, памятник архитектуры. Сейчас улица Университетская всегда многолюдна и многотранспортна. Разношерстная публика приходит и приезжает сюда с самыми разными целями. И неудивительно, ведь эта улица по значимости не уступает Андреевскому спуску в Киеве. Каждое здание, каждый сквер или площадь, примыкающие к Университетской, дышат историей и имеют какую-то загадку. Продолжение Университетской улицы за Павловской площадью уже кардинально меняет свой облик. Здесь расположились торговые лавки и склады. Лишь дом под номером 33 на углу Университетской и Рыбной занимали в разные годы гостиницы «Бельвю», «Эрмитаж» и «Националь», а на первом этаже которых неизменно располагались магазины. Перед Нетеченским мостом располагалась Рыбная площадь. Шумный рыбный рынок просуществовал здесь вплоть до 1960-х годов. Уже во второй половине 19 века рынок частично перешел на левый берег реки Харьков. Завершает улицу Университетскую жилой дом, в котором находился известный всем советским харьковчанам кинотеатр «Зирка». Кинотеатр «Зирка» на Университетской жив только как название трамвайной остановки. Здание прикупил коммерческий банк. Завершает улицу Университетскую также и сквер, расположившийся на берегу реки Харьков. Раньше на этом месте протекала река, русло которой изменило свой путь благодаря усилиям харьковчан. На берегу был рыбный рынок и рыбная улица, сейчас кооперативная, названные так в связи с высокоразвитым рыбным промыслом. Дорогие друзья, я благодарен вам за сегодняшнюю нашу прогулку по улице Университетская в городе Харькове. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!